Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши дорогие друзья! С вами Саша Иванов и Полина Каргунова. И у нас Show School, да, неделя. Да, у нас Show School, 4-й урок. Неделя флирта и практика отношений. Практика отношений. Этот урок стоит на уроке, который называется «Измена острая». Да? Это базовая такая, да? И это урок предостережения, такое предостережение. Понимаете, ведь в чем дело, да? А вот что, вот мы вот вместе уже 14 лет, и мы что, не можем флиртовать с другими? Здесь следует сцена насилия. То есть, а чему мы тогда учим? Получается, что за 14 лет мы ни разу вообще ни с кем не флиртовали, то есть никому не заявляли о том, что мы хотим с ним секса, что ли? Ты не заявляла? Позже обсудим. Так, не знаю, да? Но это важно, понимаете? Ну, знаешь, это важно. Хорошо. Я тебе знаешь, что скажу? Что я сейчас дам ответ на сакраментальный вопрос. Почему он изменил? Я вам скажу сейчас. Это вот абсолютно точно. Это очень психологично, это очень глубоко. Да? Вот смотрите, что такое вот секс? Да? Что такое секс? И флирт как прелюдия к этому сексу. Это вторжение в личное пространство. Это пересечение границы. Я как бы говорю, я хочу пересечь твою личную границу. Ну, а мы, если, допустим, мы близкие люди, то мы можем обниматься, это не пересечение личной границы. А если мы, допустим, коллеги по работе, то наше объятие – это уже пересечение личной границы. Требует как-то обустроиться. А секс – это вообще очень глубокое. Да, проникновение, это вторжение в личную границу. И надо сказать, что некоторые люди думают, что секс, вот секс для здоровья, вот это тупая вот как бы тема, да, секс для здоровья, это значит, что есть какие-то рецепторы, которые раздражаются, человеку приятно, и у него, значит, здоровье улучшается от того, что раздражаются эти рецепторы, а типа пальцем их нельзя раздражать, это не то будет, как бы, да, ну ладно, да? Вот, это контрсилы. Но есть другое, психологическая граница, которая тоже пересекается, там другие рецепторы, то есть вторжение в личное пространство, и оно тоже доставляет удовольствие обоим, понимаете? И вот представьте себе, что вы два свободных человека, у нас пространство, которое мы пересекаем, и представьте себе, что мы два занятых, не свободных человека, то есть нам нужно получить двойное извращенное удовольствие, пересечь и внешнюю границу, и внутреннюю границу. Свою собственную, да, потому что я принадлежу другому человеку, он ждет меня дома, там все время как бы кашу варит, там, или там суп, там стирает, без конца моет посуду. Да, он, естественно, не ждет от меня этого, а я пересекаю эту внутреннюю границу и вторгаюсь в чью-то чужую. Вот наслаждение, двойное удовольствие. Зато я подумала, как можно мирное русло, да, это воткнуть. Например, у меня есть рекомендация такая, именно основанная на вот этом мировосприятии для флирта. Для девушек, которые еще не в отношениях или которые в постоянных отношениях, долго играть в изменяющую жену. То есть, если когда я выхожу на рынок отношений, я в этом образе была, как если бы, да, если я была бы изменяющей женой, я была бы таким лаковым кусочком для претендентов. С другой стороны, когда я в семье себя так веду, да, как будто я изменяющая жена, немножко опускаю глазки или там путаюсь в показаниях или еще что-нибудь, не имея, да, под собой, например, какой-то реальной базы, да, измены, то я становлюсь более интересной для своего партнера. То есть можно всегда любой контекст использовать для того, чтобы добавить флирт. Это уже своего рода общее место для вот шео-подхода. Это то, что когда вы кому-то принадлежите, вы становитесь более интересным человеком для других. Ну, дома, как бы в семье, вы принадлежите там своему массажисту, там, тренеру, как бы, гуру, там, еще что-то, как бы, да, и чувствуется, что, над вами неполный контроль, да, а когда вы знакомитесь, у вас тоже есть кто-то, от кого надо еще вас оттянуть, объяснив, что он плохой, значит, вот я, типа, хороший, как бы, да, я хороший. Так вот, для того, чтобы снизить вот эту опасность, вот эту глубинную, да, вот измены, надо, чтобы это пересечение внутренней границы, чтобы оно не было сопряжено с таким удовольствием. Это чтобы мы с тобой, как бы играли, как бы представляли все время, как бы, да, что мы пересекаем границу. Что я говорю, слушай, я так хочу пересечь границу вот ее, типа, а ты говоришь, давай подумаем, как это будет. Ну, тогда, то есть, что если я уже к ней потом побегу, то, собственно, от чего? Как бы, то есть, ничего такого. Устоявшийся парень происходит в основном в сфере воображения. Да. Да, друг друга. Иногда выплескивается за сферу. Это мы обсудим после урока. Спасибо большое и до следующего урока. Пока. Счастливо, пока.